Пиу-пиу-пиу. Привет, котята! Как ваши дела? Этот рисунок дался мне довольно сложно. Я долго не могла придумать, что нарисовать. Серьезно, я думала, что нарисовать дольше, чем рисовала. И начала листать какой-то из сайтов с референсами. Если интересно, постараюсь прикрепить ссылочку в описании. И мне встретилась вот эта картиночка. И я такая, а что? Это неплохая идея. Почему бы не нарисовать что-то в черно-белых тонах? Чтобы все черно-белое и только лицо цветное. В процессе меня, как обычно, унесло куда-то не туда. И девушка... Девушка? Я не уверена в половой принадлежности моего рисунка, но предположу, что это девушка. Так вот, в процессе она обзавелась разными оттенками помад на губах и глазами разного цвета. Ну, чтобы подчеркнуть, насколько разные эти половины. И теперь я даже не уверена, одна ли эта девушка или их две. Окей, да, я из тех художников, которые сами не знают, что создают, и уверены, что их рисунки живут сами по себе. Ну да ладно. Сколько можно говорить про рисунок? Все, что происходит, вы так сами видите. Давайте я лучше расскажу, например, о фильме, который недавно посмотрела. Это был фильм «Больше» или «Мистер Олимпия», в зависимости от перевода. И на самом деле фильм про бодибилдеров не очень похож на то, что я обычно предпочитаю смотреть. Но тут мне надо было включить что-нибудь на фон, чтобы не сидеть в тишине. Мне попался «Мистер Олимпия», и я подумала, ну, почему бы и нет? Когда еще я буду смотреть что-то про бодибилдеров? И несмотря на то, что я далека от спортивной тематики, этот фильм мне зашел. Первые полфильма я смотрела в полглаза и думала про главного героя, что он странный. В общем-то, почти все его окружение в фильме думало про него точно так же. Но чем дольше я смотрела, тем больше фильм меня затягивал. И тем больше я проникалась идеями главного героя. Кстати, главный герой – реальный человек, Бен Уидер. И, по-моему, это делает историю еще интереснее и живее. К концу фильма я уже плюнула на свои дела, неотрывно следила за происходящим на экране и думала, давай, у тебя все получится, ты очень крут. И еще, черт, а главный герой прав? Надо бы пойти сделать зарядку, что ли? В общем, если вам вдруг хочется немножко крутых историй и мотивации заняться спортом, то очень рекомендую «Мистер Олимпия». Угу. О, тут хорошо видно, что иногда я рисую узоры чуть ли не дольше, чем сам портрет. И вообще я склонна уделять излишне много внимания мелочам и прорисовывать что-то, что все равно, никто не видит. Например, мелкие узоры, тени в глазах, отдельные волосинки в бровях. Не знаю, кому это нужно, но я просто не могу иначе. Мне нравится, чтобы были нюансы на рисунке, про которые я знаю, что они есть, даже если их не видно. Чтоб я знала, что мне не будет стыдно, если кто-то решит приблизить и рассмотреть глаза или брови. Вряд ли это вообще придет кому-то в голову, но мне так спокойней. Поэтому я трачу очень много времени на прорисовывание деталей, которые никому не нужны. О, кстати, тут можно увидеть, что я практически до последнего момента не знаю, что делаю с рисунком. Тут, например, мне не понравилось расположение и захотелось больше лица в кадре. Ну, конечно. Зачем сразу продумывать идею и рисовать как надо, если можно менять все в последний момент? Угу. Ну да ладно. Я не художник, так что думаю, мне это простительно. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели.
До новых встреч!